В начале практически ничего нет интересного, за исключением того, что Мэй и Рейвен, похоже, стали намного ближе и уже общаются как близкие подруги. Другой интересный момент — это где Рейвен показала Мэй свое оружие — 7 громов возмездия. Божественный ключ номер 3, который обладает своей волей и в руках Мэй превратился в катану. Также другое его название — Наруками. Во второй части в университете Нью-Джерси Тереза и Фухуа получили загадочное задание исследовать потенциального носителя одной из загадочных кукол. Их миссия заключалась в том, чтобы раскрыть правду о Хедшере сознания, но их путешествие было наполнено неопределенностью. Тереза не могла не быть любопытной, поэтому она спросила Фухуа о местонахождении Хедшера сознания. Фухуа, однако, не могла найти ответ. Будучи преисполнены решимостью добиться прогресса, они попытались поступить в университет. В их попытке помешала строгая охрана. К их удивлению, охранник отказал им во входе, сославшись на молодость Терезы. Быстро сообразив, Фухуа импровизировала, заявив, что Тереза – ее младшая сестра, которая очень хочет поступить в университет, когда вырастет. Уловка сработала, и им был предоставлен доступ. В кабинете потенциального хозяина, профессора, они обнаружили тревожные свидетельства его превращения в одну из кукол. Ситуация становилась все более зловещей. Фухуа решила вернуться к охраннику за дополнительной информацией, но была перехвачена куклой профессором, пытавшейся украсть ее ядро. Стало очевидно, что этой кукле не хватает авторитета Хедшера. Завязалась ожесточенная битва, и как раз в тот момент, когда дела Фухуа оказались ужасными, прибыла Тереза со своим Иудой и сумела связать куклу. Она потребовала сообщить конечную цель куклы, и ответ вызвал у них дрожь. Кукла показала, что их целью была эволюция человечества, и что Ханкай сродни болезни, в которой человечество постоянно развивает устойчивость. Несколько дней спустя на базе в Солт-Лейк-Сити Эйнштейн проанализировал выводы Терезы и Фухуа. Им удалось выследить кукол через их коллективную сеть, но произошло нечто необычное. Куклы внезапно прекратили всякую разрушительную деятельность. Еще больше озадачило то, что количество кукол упало с 501 до 500. Фухуа заметила, что это ровно половина от 1000. Ситуация с каждым днем становилась все более загадочной. Велт предложил смелый план противостояния куклам в лобовую. За последние несколько дней они вызвали достаточно хаоса и неразберихи, и пришло время собрать их всех в одном месте. Киана, всегда стремившаяся проявить себя, вызвалась стать приманкой. Тем временем в Театре Господства куклы забыли о своих разногласиях. Узнав, что Киана направляется на арктическую базу, они возмутились. Они считали, что их недооценивают и они слабы. Единогласно они решили осадить Хедшера пустоты. 3 дня спустя, по пути в Арктику, Гиперион подвергся нападению кукол. Отбиваясь от врагов, куклы совершили хитрый маневр и проникли на корабль. Тереза и Киана столкнулись с беспощадным нападением. В разгар битвы куклам удалось изолировать Киану в Театре Господства. Киана доблестно сражалась, но стало очевидно, что все это было частью плана кукол. Киана намеревалась использовать связь с Хедшером, чтобы перенести весь Гиперион внутрь театра. Теперь, когда Гиперион находился внутри театра, Киану поддерживали его грозные пушки. Куклы попытались использовать силу Хедшера разумом, создав роботов, в том числе Гефеста, что побудило Тессу выразить свое разочарование. Однако ее превосходные инженерные навыки превзошли контроль кукол, что привело к неисправности робота. После ожесточенной битвы Киана столкнулась с Хедшером Господства. Куклы сделали последний отчаянный шаг, чтобы ассимилировать Киану в свои ряды. Киана и пушки Гипериона безжалостно сопротивлялись, в конечном итоге уничтожив оставшиеся 500 кукол. Последняя кукла в свои последние минуты выразила сожаление и попросила Киану задуматься о своих действиях. Возник вопрос, почему она будет относиться к куклам, которые искали свою собственную форму эволюции, как к бесчувственным существам, и почему она будет спасать человечество, которое часто оказалось ленивым и не поддающимся спасению. Это побудило ее задуматься над этим вопросом. Миссия завершилась уничтожением всех кукол, и театр начал разрушаться. 2 недели спустя Эйнштейн подтвердила, что все куклы Хедшера Господства исчезли. Был проведен банкет в честь 60-летия антиэтропии, посвященный их победе. Когда Киана вернулась в свою комнату после общения с другими,
ее встретила Броня. Они душевно поговорили о последних словах куклы. Киана призналась, что могла бы сопереживать одиночеству кукол, понимая, что без друзей и отца она могла бы стать такой же, как и они. Она пообещала вернуть Химека и Мэй обратно в святую Фрейю, прежде чем уйти в свою комнату. Однако среди кучи, казалось бы, побежденных кукол в театре господства, одна кукла зашевелилась, показывая, что театр все-таки не был разрушен, намекая на сохраняющуюся угрозу, которую еще предстоит разгадать. Когда последняя кукла вылезла наружу, она ликовала своим очевидным успехом, заявляя, что смерть всех кукол привела к возрождению, зловеще заявляя: «Ты попалась в сеть марионеток». В воздухе висела неуверенность и дурные предчувствия. Киана очутилась во сне, наполненном болезненными воспоминаниями о Сирин в Вавилоне. Она испытала муки и страдания Сирин, взывая к своей матери и Белле и стремясь отомстить бессердечным исследователям. Киана была перенесена в роль Сирин, став свидетельницей жестоких нападений охранников. Она наблюдала, как Сирин поклялась отомстить в самые мрачные моменты своей жизни. Сон продолжался, перейдя к противостоянию Терезы и Сирин. Тереза выразила свое раскаяние, но это не смогло утешить Сирин, назвав ее лицемеркой. Всплыли воспоминания об участии Терезы в экспериментах над Беллой и ее друзьями. Гнев Сирин усилился, она поклялась отомстить за их страдания и сеяла хаос, даже уничтожая роботов Теслы. Киана поняла, что именно здесь тьма внутри Сирин стала глубже. Затем Киана оказалась в иллюзии, где Сирин притворялась дочерью Сесилии, создавая связь с добросердечной Сесилией. Но под иллюзией оставались сомнения и подозрения. Киана была причастна к моменту, когда Сесилия, казалось бы, показала, что знала правду с самого начала, заставляя Сирин усомниться в ее намерениях. Противоречивые эмоции Кианы сохранились, когда на следующий день она разговаривала с Броней, задаваясь вопросом, каким человеком она на самом деле была, Сирин. Броня объяснила, что поведение Сирин отражало черты характера, с которыми она столкнулась. На боль она отвечала ненавистью, а на доброту – любовью. Она описала, как влияние людей может формировать характер человека, подчеркнув, что Хешер господства использовала этот факт, чтобы разрушить общество. Пока Киана тренировалась с Броней, она заметила, что ее способности Хешера разума не вернулись, что вызвало беспокойство. Они решили проконсультироваться с Теслой по этому вопросу позже. Киана спросила мнение Терезы о Сирин, и Тереза выразила вину за то, что не раскрыла правду о Вавилоне раньше, сожалея, что не предотвратила страдания Сирин. Тем временем Тесла и Эйнштейн столкнулись с растущей проблемой, поскольку гражданские лица проявляли симптомы воздействия Хешером господства, вызывая хаос. Несмотря на запутанное развитие событий, Тесла придерживалась теории, что кукол и сосудов было всего 1000. Одной роковой ночью Киана услышала странный звук и открыла дверь, оказавшись в театре господства. Оставшаяся кукла представилась выжившей из Арк-Сити, ученицей средней школы, которую Киана спасла в главе 11. Семью девочки избегали и доводили до отчаяния, что привело к трагическим словам ее отца. «Я хотел бы, чтобы она тоже умерла в той аварии». Кукла противостояла Киане, выражая негодование по поводу ее самодовольного героизма. Она задавалась вопросом, почему Киана побуждала ее искать свет в таком мрачном мире, почему она спасла ее, когда жить было больнее, чем умереть, и почему она протягивала руку помощи тем, кто отказывался в помощи себе. Несмотря на обвинения, кукла поблагодарила Киану за то, что она не заметила ее в театре, признав свои недостатки как скромного, уродливого представителя человечества. Киана изо всех сил пыталась противостоять влиянию Хешера, но все больше сомневалась в своих способностях, преследуемая словами кукол. Кукла показала, что ее хозяин, девочка, все еще жива, но балансирует на грани психического срыва. Наконец кукла раскрыла свои истинные намерения и еще раз пробудить Сирин через ее отчаяние в роли куклы, заявив, что они не были истинными Хешерами господства. Куклы заявили, что Киана имеет право присоединиться к ним, и предали ее суду.
Они высмеяли ее за то, что она не человек, а гомункул с ядром, перечисляя преступления, которые она совершила. Заставить Зигфрида потерять все, включая дочь и руку. Быть неуправляемой, из-за чего ее друзья теряют дом. Заявляя, что будет бороться за красоту мира, при этом убивая своего учителя собственными руками. Причинение вреда ее лучшей подруге, попадание ее в опасные ситуации. Совершать героизм, но наблюдать, как ее друзей становится меньше, а мир становится темнее. Куклы попытались довести Киану до отчаяния, открыв откровение, которое потрясло ее до глубины души. Они представили знакомый предмет – камень скорости. Мучительное осознание Кианы обрушилось на нее, когда она услышала пугающие слова куклы. «Мурата Химека мертва!»